Вот такой аппетитный ужин я сегодня сделал. Простой спагетти полонеза. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня будет коротенькое видео. Я решил сделать спагетти полонеза. Я давно это не делал и решил с вами поделиться методом приготовления этого блюда. Посмотрите, может быть, я делал немножко по-другому, чем вы, может быть, я вам подкину идею. Ваше внимание я хочу только уделить на приготовление соуса полонеза. А что время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Итак, у меня есть спагетти такие. По инструкции я буду готовить 10-12 минут. Я только покажу быстренько. Я взял кастрюлю, залил воды, соль. Немного масла. Поставлю на плитку, как закипит. Добавим наши спагетти туда. И потом, как спагетти сварятся, я процежу, и на этом спагетти будут готовы. Но нам делать надо соус. Но ваше внимание хочу уделить приготовлению соуса. Так что пускай это идет на плитку. Так, практически все, что мне понадобится к этому соусу, у меня здесь на столе уже приготовлено. И будем добавлять по мере приготовления этого блюда. Из свежих продуктов у меня здесь вот фарш говяжий, базилик, лавровый лист и 1 лук. Сейчас я лук порежу, чтобы не отвлекаться потом. Так. И сразу же я порежу базилик. И на этом все нарезки будут у нас сделаны. Так. Здесь у меня глубокая сковородка. Сюда я включаю газ. Наливаю немножечко масла. Отправляем говяжий фарш. И во время жарки этот брикетик нам надо сделать маленькими кусочками. И как вы видите, наш брикетик рассыпался. Еще там есть такие здоровые кусочки, но все это мы сейчас... Теперь на этом этапе я добавлю сюда лук. Как вы видите, фарш дал много еще жидкости, но жидкость уже почти что испарилась. Теперь сюда начинаем добавлять наши приправы. Добавлю примерно столовую ложку Worcestershire соус. Так. Перец молотый. Немного паприки. Мешаем. Тимьян. Лавровый лист. Чеснок или порошок чеснока. Банку томатов. Ополоснули баночку. Так. Говяжий бульон. Обратите внимание, я еще не солил. Во время приготовления, как бульон растворится, тогда мы посолим. Если у вас есть вино красное, можете чуть-чуть вино красное добавить. Отправляем базилик. Немного томатной пасты. Добавляю сахар для баланса. Примерно чайная ложка. Накрываем и пускай потихонечку это тушится. Время от времени помешиваем.
Итак, наш соус я перенес на маленькую конфорку. И также для остроты я добавил острый перец 3, чтобы все вкуснее будет. И пускай потихонечку так продолжает она тушиться на маленьком огне. Оно еще жидкость, которая здесь немножко испарится тоже. И тогда мы потом проверим на соль. Сейчас нет смысла проверять на соль, потому что если жидкость испаряется, то соль остается там в соусе, и иначе все это будет очень соленое. Итак, наш соус болонезе хорошо здесь прокипел. Посмотрите, даже загустел немножечко, так положено. Теперь что я сделаю? Как вы помните, мы не солили, а только добавили сюда один бульон, который соленый сам по себе. Вот сейчас я посмотрю, если надо, еще соль добавим. Слегка подсолим. Но обалденно вкусно получилось. И на этом мы выключаем газ. Я добавил сюда зелень. Я порезал кориандр с укропчиком до свежести. И минут через 10 можно уже подавать на стол. Вот такой финальный результат получился. Выглядит аппетитно, но получилось обалденно вкусно тоже. Итак, сегодня с вами поделился самым простым способом приготовления спагетти болонезе. Я не стал показывать, как я варю спагетти, потому что все знаем, как делать макароны. А я ваше внимание хотел уделить приготовлению соуса. Получилось обалденно вкусно. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое или наподобие такое. А на этой аппетитной ноте хотел попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.